Привет всем! Как я и обещал, я на основе этой статьи снял вот это видео. И в этом видео я решил сравнить два пейринга, которые используют в фанфиках по мультсериалу «С приветом по планетам», Lord Dominator Lord Hater, который я буду сокращенно называть LD.LH, и Lord Dominator Lord Wander, который я буду сокращенно называть LD.LV. А также я попытаюсь вам, дорогие подписчики, показать 4 причины, чем же пейринг LD.LH, который на всех сайтах с фанфиками большая редкость, лучше пейринга LD.LV, который встречается чуть ли не каждым вторым фанфом, а то и слишком часто. И даже не думайте писать, что этой статьи не должно было быть, что я не должен был снимать это видео и что я якобы не прав, ибо я на полном серьезе буду все высказывать, и да защитит меня Брок всех злодеев. Сразу оговорюсь, что в видео я иногда буду говорить то, чего в оригинальной статье не было, так как я ее писал давным-давно и за это время узнал что-то новое или то, про что я забыл упомянуть. Погнали! Лорд Доминатор появилась в мультсериале впервые только в сцене во время финальных титров заключительной серии первого сезона и полноценно появляется уже во втором сезоне, сменяя Лорда Хейтера с роли главного антагониста, практически превращая последнего чуть ли не в антигероя, который в конце второго сезона смог победить ее и остановить коварные планы по уничтожению галактики. В мультсериале канон заканчивается на втором сезоне, хотя раньше планировался и третий сезон. Возможно, в нем Доминаторша вернулась бы с новыми силами и попыталась бы отомстить, а может быть все пошло бы хорошо и по-другому. Согласно дополнительным материалам, в третьем сезоне также планировалась отдельная серия про нее, где она должна была выживать на одной планете сама и без помощи ботов. Но мы этого никогда не узнаем. Суть в том, что поначалу Лорд Хейтер, узнав впервые о Лорде Доминаторе, посчитав его одним из своих конкурентов, жаждал уничтожить ее и не дать присвоить власть над галактикой себе. Однако, когда он понял, что Лорд Доминатор — это девушка, в скелете впервые в жизни во вселенной пробудились любовные чувства к этой злодейке, а до этого еще, как было показано в первом сезоне, он никогда не проявлял признаков любви или доброты и всегда испускал из себя гнев, злобу, похоть, кендер и ненависть. А если он и проявлял в какой-то серии доброту к главному протагонисту тут и тому, которого он на протяжении всего мультсериала ненавидел и жаждал уничтожить, то делал он это уже не по своей воле, а если у него что-то с головой пошло не так и после того, когда приходит в себя, он про это просто сразу же забывает, будто всего этого никогда не было. Плюс не считая сцены, где он смотрит на фотографию с обезьяной и дружелюбно отзывается о ней. Лорд Хейтер делал для Лорда Доминатора все, лишь бы она обратила на него внимание и поняла, что он влюблен в нее. В одной из серий он даже решает на время заключить перемирие с Тут и Томом, дабы тот помог ему с этим. Он делал для нее все, дарил подарки, новую машину, оружие и даже писал любовные письма, хоть некоторые и выбрасывал по случайности. Что же касается Лорда Вандера, то он к канону мультсериалу никакого отношения вообще не имеет, и в мультсериале его никогда не было. Этого персонажа придумали уже безмозглые недофанаты мультсериала, как злого двойника Тут и Тома из параллельной вселенной, который имел флагман, ботов, броню и способности, точно такие же, как и у Лорда Доминатора. Об этом я, к слову, уже упоминал в этой статье и вот в этом видео. Посмотрите обязательно, если никто не видел. Меня, если честно, уже тошнит от него. Плагиат Доминатора, вот как его надо было назвать. Я нашел тебя! Фальшивка! Фальшивка? Кроме того, когда его придумали, о нем появилось много фан-артов, фанфиков, а позже вместе с ним появилась и Лорд Сильвия из той же самой якобы фанатской вселенной, которая обладала способностями, армией и кораблем, как у Лорда Хейтера. Но все эти недофанатские творчества, что странно, добрались и до России. А потом даже на сайте Книга фанфиков стали писать про него и добавлять его в свои работы. Он является двойным плагиатом и недофанатским творчеством. По сути, каноном он вовсе не считается. Возможно, его по просьбе тупых фанатов добавили бы в третий сезон, если бы его все же сняли. Чего я вообще не хочу, ибо я ненавижу его. Но мы этого никогда уже не узнаем, ибо третий сезон отменен.
В основном ЛД.ЛВ аудитория состоит только из одних девчонок от 11 до 18 лет. Глядя на некоторые работы, я выяснил, что у них мало опыта, проблема с головой, ибо они плохо знакомы с каноном мультсериала и им абсолютно плевать на Скелета, который до появления Лорда-Доминатора был главным антагонистом в самом первом сезоне еще с самого начала. Я говорю не про всех, но некоторые фанфики и особенно фанарты показывают то, что я сказал до этого несколько секунд назад. Например, сюжет. Вариант первый, в основном то, что Лорд-Доминатор ни с того, ни с сего случайно встречает Лорда Вандера, они немного подрались, поссорились, Лорд Вандер оказался сильнее, он берет ее в плен и пытает долгое время, пока она не сдается и не решает стать его женой просто так без всякого объяснения и не имея никакой мотивации. А беднягу Хейтера и вовсе оставляют грустить. Вариант второй такой же, как и первый, но с Хейтером там еще хуже. Его там и вовсе Лорд Вандер убивает, даже не раскрыв. Вариант третий, Лорд Вандер и Лорд Хейтер сталкиваются друг с другом и дерутся за доминаторшу, и Лорд Вандер убивает Лорда Хейтера. И так далее, сколько ужасных и бредовых сюжетных линий. Также встречались работы с перепиской сюжетов, например, события в каких-то фанфиках и вовсе происходили не в космосе, а на Земле, и все персонажи были людьми из-за хьюманизации, или как там это слово называется. В свою очередь аудитория, которая хочет писать про Лорда Хейтера или которая прекрасно понимает этого персонажа и даже переживала за него на протяжении всего первого сезона, также ненавидя тут и там и желая самим задушить его, и к которым, кстати, и я сам отношусь. У них попусту не хватает фантазии и воображения, как именно изобразить на арте или написать фанфик о любовной линии между Лордом Хейтером и Лордом Доминатором. К тому же можно было бы придумать детей этих двух лордов, ибо в воображении Лорда Хейтера в одной из серий был показан небольшой отрывочек, как они сидели на диване, а на полу играли и резвились трое их детей. Кроме того, фанфиков по Лорд-Доминатор Лорд Хейтер очень мало, а то и вовсе их вообще нет. Даже если они и есть, то их потом рано или поздно удаляют по неизвестной причине, хотя читателям они нравились и их не надо было удалять. В то время как у Лорд-Доминатор Лорд Вандер сейчас имеет слишком много фанфиков и артов, что является нечестным и нелепым, ибо фанаты мультсериала вообще не любят настоящий канон и не хотят ему соблюдать. Им бы только любить смотреть Терминатор 3 Восстание машин, Терминатор Да придет Спаситель и Терминатор Генезис, считая их канонами, так как на самом деле они уже давно канонами не считаются. Эта несправедливость по отношению к канону мультсериала ужасная и вообще портит все задумки оригинальных создателей всего оригинального мультсериала. Прочитав все колво ужасных фанфиков на фигбуке про Лорд-Доминатор Лорд Вандер и прочитав кое-как еле найденное малое количество по Лорд-Доминатор Лорд Хейтер, я понял, что те, кто пишут о любовной линии между Лордом-Доминатором и Лордом Хейтером, в том числе и я когда-то писал, более грамотные. Ну а что касается Лорд-Доминатор Лорд Вандер, множество повторений, как деталей сюжетов, так и проблемы с пунктуацией и даже грамматических ошибок приводили автора этого сравнения к выводу, что Лорд-Доминатор Лорд Вандер слишком взрослый пейринг, которому не место в интернете, а также на всех сайтах, где пишут и сохраняют фанфики для других читателей, тогда как у Лорд-Доминатор Лорд Хейтер возможно раньше было много непризнанных работ, в том числе и моих потерянных. И это еще не все доказательства. Как я уже выше упоминал, чаще всего в фанфиках с пейрингом Лорд-Доминатор Лорд Вандер не учитывают канон мультсериала. И это только из-за недофанатского двойного плагиата тут и Тама и Доминатора, который был выдуман и никогда не появлялся в сериале. Разве он появлялся в сериале? Разве он что-то в сериале запоминающееся сделал, чтобы потом и про него писали фанфики и арты рисовали? Нет, конечно, потому что его только больные на всю голову недофанаты выдумали, а он как-то стал популярен до такой степени, что нереально. Серьезно.
Если просто взять и заменить этого двойного плагиата во всех этих фанфиках на каноничного лорда-хейтера, то сюжеты от этого несколько не поменяются, но при этом лучше все равно не будет, но лишь немного. А вот лорд-доминатор черточка лорд-хейтер, как раз наоборот, учитывает каноны мультсериала. Лорд-хейтер в мультсериале делал все для лорда-доминатора, дарил ей подарки, которые нравятся всем девушкам, автомобиль, и делает все, чтобы она осознала, что он влюблен в нее и чтобы она тоже полюбила его. Авторы фанфиков и артов с пейрингом лорд-доминатор черточка лорд-хейтер, в отличие от оригинала, как раз учитывают эти детали сюжета, иногда меняя кое-где какие-то детали сюжетов. Тут тоже возможны несколько вариантов. Вариант первый: все заканчивалось почти так же, как и в концовке второго сезона мультсериала. Вариант второй: концовка второго сезона игнорируется, лорд-доминатор влюбляется в лорда-хейтера, они женятся и правят галактикой вместе. Вариант третий: концовка второго сезона учитывается, а сюжет фанфика является постканоном. При этом концовка будет такой же, как у второго варианта. Несмотря на то, что лорд-доминатор уже раскрылась, что ей плевать на лорда-хейтера и что она хочет захватить галактику, чтобы уничтожить ее, а не править, но лорд-хейтер решает дать ей еще один шанс. Узнав, что она жива, прощает ее, и она осознает, что он не остановится ни перед чем, ибо он всегда будет любить ее, какой бы она злой и безжалостной ни была бы. Вариант четвертый: то же самое, что и в третьем варианте, только еще хуже, чем в концовке второго сезона, и они начинают воевать. Они дерутся, но в конце концов понимают, что их силы ровны друг другу и мирятся. Вариант пятый: то же самое, что и в четвертой, только лорд-хейтер убивает доминатора. Вариант шестой: пятый вариант наоборот, то бишь лорд-доминатор убивает лорда-хейтера. Вариант седьмой: драку между лордами прерывает обычный тут и там и Сильвия. Вариант восьмой: лорд-хейтер отказывается драться и самоубивается, показывая, что ради любви к ней он готов сам умереть. И еще до хрена целая куча различных версий раскрытия любовных отношений между лордом-хейтером и лордом-доминатора. Пейринг лорд-доминатор черточка лорд Вандер самый отстойный и никчемный, которому не место в фэндоме мультсериала, с приветом по планетам, и его фанфиков с артами. А пейринг лорд-доминатор черточка лорд-хейтер недооцененный, который заслуживает второго шанса и быть популярным, нежели недофанатская халтура недолорда Вандера. Надеюсь, вы досмотрели это видео до конца и осознали все, что я написал. Имейте в виду, что я никого не хотел оскорблять, ибо я просто хотел донести до вас, что лучше всего стоит писать, а что может надоесть и прииста, как и мне уже надоело. Серьезно, у меня этот лорд Вандер уже в печенках. Ну, вспомните для примера бесконечное продолжение фильмов «Кошмар на улице Визов» или «Пятница 13». Могли бы что-то новое придумать и показать с этим недофанатским придурком, например, показать его события в его якобы параллельной вселенной или показать его дружеские или гейские отношения с лордом-хейтером. Поэтому учитывайте все это, и надеюсь, вы отнесетесь ко мне с пониманием. Всем спасибо, что зашли сюда и посмотрели мое видео, а также прочитали мою статью, на которой я снял это видео. Всем пока, и пишите или читайте только фанфики про лорда-хейтера и лорда-доминатора. Я нашел тебя, фальшивка! Фальшивка? А я думаю, что это ты фальшивый. Ты сравниваешь себя со мной? Ха! Ты недостоин быть даже моей копией. Ты подавишься этими словами!